потому что Галина меня радует песнями, стихами к моим песням. А когда она увидела мое интервью на канале Калейдоскоп, она тут же написала новую песню и выслала. Говорит: Иван, ночь не спала. Ну и посмотрите еще, что она меня тут радует. Это уже 5-я посылка от нее. Супер. Я на почте получил посылку. Это уже 5-я посылка от Галины из Германии. Та самая Галина, которая написала песню «Шарман». Нас ждет распаковка. Посылка большая, 10 килограмм. Устроил передышку, потому что посылочка очень тяжелая. Спасибо, конечно, всем королевам, кто порадовал. А кто еще хочет порадовать, пишите ВКонтакте, найдите меня, Иван Рыбников. Все ссылки на ВКонтакте, на Одноклассники есть здесь, на канале, они все указаны. Ну или так можно набрать Иван Рыбников ВКонтакте, и найдете меня. И уже я вам дам адрес для пересылки. Также устроим распаковку. Ну, а сегодня благодарность Галине из Германии. Начал распечатывать нашу посылочку и повторю, что Галина же написала песню, еще несколько песен. Но это очень недешево делать песню. Где-то в среднем, ну не в среднем, а по итогу 70-80 тысяч стоит сделать песню. И первым делом вижу, здесь какая-то красивая скатерть лежит с росписями, с вышивками, с росписями, с подписями. И Галина пишет: скатерть постирана. Здравствуй, Ванечка, пособирала кое-что. Если не нравится, продай, продай. Деньги на новую песню пойдут. Тоже неплохо. Вот как вы у меня заботитесь обо мне. Ну, вот как не благодарить людей, когда с такой душой вы относитесь ко мне. Конечно, я благодарю Бога за то, что мы нашли друг друга. В первую очередь, то, что Элла нашлась у меня, я у нее нашелся, и она порекомендовала меня, и вот что YouTube сейчас так работает. Поддержка важна. Без поддержки ты никуда. Очень сложно, очень тяжело. Москва требует больших денег. Поэтому сейчас буду смотреть, что тут еще есть. Тут и вкусняшки. Я как раз чай поставил, чайник. Вкусняшки. Напомню, это из Германии посылочка. Тут и сладости. Что-то в коробочках. Сейчас все посмотрим. Да, и хочу еще сказать тоже немаловажный момент. Все, кто хочет поддержать канал, сейчас YouTube совсем урезал все, и вот 3 месяца я уже даже там копеечки какие-то получал, сейчас ничего не получаю. 3 месяца. И все, кто хочет поддержать канал, под каждым видео указан карта Сбербанка, моя лично. Буду рад любым переводам. Все пойдет на песню, все пойдет на приобретение для показов шляпок, кружев и так далее, для создания моих коллекций. Что интересно здесь в этой большой красивой коробке. Ну и вот, я весь в ожидании. Остался я недоволен беспроводной петличкой. Одно из видео было с вернисажа, где я пробовал ее, испробовал. А она чем удобна? Тем, что вот, допустим, вот этот вариант на двоих, чтобы было слышно второго человека, да, и не стесняет движений никаких. То есть ты ходишь, переходишь и издалека улавливает звук. То есть не сожалею, что купил, она еще пригодится. Либо такой момент, ну мало ли, это выйдет из строя, я не успею купить новый микрофончик. Но будет спасением этот, как вариант. Так что пусть лежит в закромах моей родины, пригодится. Но мы продолжаем разбирать посылочку. Красивая зеленая коробка, сладости также от Милка, конфетки к чаю. И здесь что-то, здесь кружечки. Сейчас все буду распаковывать и вам показывать, не шуршать газетами. Ну, вот видите, бабах, крышка упала. Посмотрите, какое чудо, какой яркий рисунок внутри. Какой интересный орнамент по краям. На такой юбочке золотой.
ножки. Это Винтерлинг. Но узор яркий и крупный очень удивляет. Я не встречал пока что вот такого варианта на блошиных рынках и антикварных магазинах. Симпатяшка. С удовольствием поставлю его на стол, этот набор, комплектик, и в ближайшее время буду из него пить чай. Конечно же, нужно показать вам клеймо. Бавария, Винтерлинг. Чудо, на дне лежала тарелка. И в этот раз Галина все упаковала хорошо, во все пупырышки, во все переложила газетки для того, чтобы все-таки уже это для меня дошло, до меня дошло в целостности. Так что теперь у меня троечка. Посмотрите, какая прелесть. Хрустальное яйцо. Думаю, что все-таки это хрусталь, не стекло. Шкатулка с птичкой. Предположите, что это? Солонка? Или икорница? Для черной икры, да, наверное, потому что черной икры много не положишь сюда. Для красной мало места. Прекрасная вещица. Очень-очень-очень нравится. Пташка приехала из Германии и будет петь мне песни в то время, пока я пью чай. Развернул скатерть немного. Посмотрите, какая вышивка. Она прозрачная. Такой, как платочный вариант. По краям и вышивка, и фестоны по краям. Да, у меня уже целая коллекция скатертей. Новенькая, чистенькая, приятная очень такая. Симпатяшка на самом деле. И, по-моему, она большая в размерах своих. Угу. Еще одни конфеты Милка. Люблю сладости. Без сладостей день не день, как говорится. Кошелечек, сумочка. И там украшения. Нас с вами ждут. Мы их сейчас отложим и попозже к ним вернемся. Вот эта вещь, наверное, особо мое внимание привлекла и восхитила. Посмотрите, как она хороша. Мадонна с младенцем. Кстати, это дерево. Я могу предположить, но я не уверен. Может быть, это терракот? То дерево, с которым мы недавно с вами познакомились. По цвету очень похоже. Я не знаю, так ли это или нет, но у нас в России это дерево очень дорого стоит и ценится. Статуэтка довольно-таки большая, наверное, сантиметров 30. И это подходит под мою мебель старинную, да даже и золотую. Сногсшибательная история. Очень красиво. Обожаю такие вещи. Ну, к Новому году я обеспечен вот таким прекрасным напитком сангрия. Внутри лежит письмо. Сангрия — национальное вино Испании. Пить охлажденным со льдом, добавить любимые фрукты, мелко нарезать их в бокал. Тут что-то в пакетике еще лежит, и сама сангрия. Сейчас я ее достану. Ну, творческие люди определенно миру нужны. Вместе с сангрией лежала эта рыбка с выпученными глазами. Но это магнитик, она была подписана. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Чем меня радуют мои подписчицы, мои королевы, тем, что они тоже соприкосновенны, как это еще правильно сказать, с творчеством. Шикарно.
Пойдет на холодильник. Же бутыль сангрии. Посмотрите, какой он. Когда она выпьется, бутыль будет стоять и еще радовать несколько лет. Привлекать внимание. Я, кстати, не видел такого вот варианта бутыля и подачи. Пока не встречал. Я, конечно, особо прям не увлекаюсь спиртными напитками. Я люблю Бейлис, ну и шампанское. К вермуту хорошо отношусь. Ну, в этот Новый год будем пить сангрию. Печеница застряла там внутри. Сейчас будем пробовать. Кокос. Что-то с кокосом. Еще вариант заграничного печеница. Мне, когда взял коробочку эту, сразу вспомнил наш любимый фильм. Давайте вместе вспомним его. «Санта-Барбара». Я обожал Джину Кэпвелл, которая пекла печенье там, и назвала его «Печенье миссис Кэпвелл». Но именно та Джина, которая с короткой стрижкой и была такая заводная, невероятная. Мне кажется, я бегал вот в юношей и ждал Санту-Барбару вот только из-за Джины Кэпвелл. Кстати, недавно увидел видео на YouTube просто по рекомендациям. Спустя года, как выглядят из Санта-Барбары актеры. Спустя там сколько, 15-20 лет. Джина не изменилась, кстати. Роскошно выглядит. Так, еще вот такие конфеточки. Вижу две одинаковых коробки. Как всегда, привет Ларисе. Ларисе поедет эта коробочка. А вторая моя. Вкусняшек. Взгляните, что тут лежит. Я все присматриваюсь к этим чайничкам. Но вот как-то все не складывалось. Все не складывалось. А теперь он у меня есть. Смотрите, там пробочка есть такая. И, по-моему, что-то лежит внутри еще. Сейчас будем доставать, смотреть. Ну и примерять его в кухне. Ну, он там гениально станет. Буду заваривать чай. Угощать Ларису. Ну и других гостей своих. Вот она точно такая же рыбка. Подписана Ларисе. Пучеглазик. Лариса, привет из Германии. Эта штучка, как мне сказали, может быть до 1900 года. Выглядит старой, поэтому и купила. В солонке и перочнице капронка отсутствует. Прекрасная вещица. Я обожаю такие. Платок напоминает солоху. Но думаю, что это что? На Италию похоже. Возможно, мне так кажется, что была крышечка вот здесь вот, на этой широкой емкости. Ну, мне очень нравится. Клеем нету. Ну, вещица нарядная. Чайнику еще есть в комплектации вот такой горшочек. Смотрите, он с ручками на ножках. Медный. Так, что уже комплект. Так, и у нас что-то в чайнике лежит. У нас еще там украшения. И вот здесь надпись: две очень старинные фарфоровые статуэтки. Осторожно. Достаем. Сначала вот здесь что-то тяжелое, большое. Давайте, наверное, развернем все-таки тут сначала. Смотрите, это зольничек. Уже второй зольничек от Галины. Он тоже с мраморной ручкой. Что-то внутри лежит со львами. Две ручки даже. И здесь написано совсем недавно, да, мы с ней переписывались, она у меня спрашивала. Он говорит, я почистила его, но рано или поздно все равно появляются пятна. И вот он пишет: я видела, Ванечка, как тебе понравился зольник. Встретила еще один, он был снизу сломан, но я прилепила
кое-как. Но у меня есть чем приклеить его. Ножка, видите, я держу, она слетает. Он весь целый, просто ножка отошла. То есть нету в нем дыр, но это не проблема. Приклею ножку. Есть у меня клей, который прямо идеально приклеивает, прозрачный, моментально схватывает. И я тогда даже шпиатор склеил тяжеленный, и он и держится шикарно. Так, а чем мы чистим? Ну, мы чистим его этим, медь, кетчупом. Кто-то у нас там из королев сказал, помадой шикарно чистится медь. И еще чем. Что-то чем-то еще, но уже не помню. В зольнике лежал Ванька. Русский Ванька с гармонью. И там какой-то напиток. Честно говоря, я не знаю, что это за напиток. Давайте посмотрим. Может быть, вы мне подскажете. Вот она, эта бутылочка, лежавшая внутри. Я не знаю, что это. Подскажите. Ну, если Ванька русский, то должна быть водочка. Может быть, это ликер. Нет, ликер более жидким, густым должен быть. Или это вино? Почему-то не фокусируется. Что еще лежало там внутри? Если я не путаю, и могу предположить, что это все-таки елочные игрушки фарфоровые. По-моему, на колокольчике надпись была, нет? Или внутри? Да, внутри что-то есть. Там типа инициалов. Ну да, инициалы. И на коняшке. И здесь, внутри. Как раз вы меня спрашивали, наряжаю ли я елку. Я жду елку из Бельгии от Елены. Помните посылку такую красивую, невероятную? Ну вот, Сергей из Бельгии должен приехать и привезти посылку от нее. Там она должна отправить какие-то игрушки, но не какие-то очень красивые. И елку. Если Сергей возьмет, будем вместе с вами наряжать елочку. Что же нас там под этим солнцем ждет? Фарфоровые статуэтки. Ну и еще один сюрприз там остался интересный. Я сейчас уже раскрою эти, покажу статуэтки и покажу, что я нашел, мелкие детали для той слонички с солохой. Помните? Оставим напоследок. Действительно лежат две статуэтки, вам их сейчас покажу. Ну, вот что интересно. Смотрите, Иван, этого коня тебе мой муж купил. Говорит, чтобы ты всегда был на коне. Вот. Спасибо большое, супругу большой огромный привет, Галина. И пусть совсем скоро наступит зима, Новый год нас ждет. А в наших домах и в наших душах пусть будет тепло и уютно. Вот видите, этот прекрасный предмет уже стоит на моей кухне. И когда раскрывал посылку, нашел уже продолжение недостающих предметов. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот такие связочки, которые как раз вставляются в эти корзиночки. Посмотрите, какая прелесть. Платочки или косыночки такие, как у Солохи на голове. Узелочки ли. Это солонка, видите, в ней дырочки. Нету только резиночек вот этих. Вот они вставляются сюда, в эти корзиночки. Одна, есть вторая. Вот она вставляется сюда. И есть горчичница. Вот она, сама баночка под горчичницу. И есть крышечка. Такая вот своеобразная, интересная. Ну, совсем другая история уже, да? В комплектации-то. Марку похвалился, показал. Он говорит, ну я бы точно такую вещь, если бы встретил, приобрел в свою коллекцию. Еще в посылке была вот такая собачка. Смотрите, какая прекрасная. Теперь у меня есть фарфоровый друг. Давайте назовем ее как-то. Дадим ей имя. Какое посоветуете? А пока что я пойду поставлю ее в свою витринку. И здесь у меня на кухне, помните, да, стоит моя кровать роскошнейшая с марки 3.
И я вам похвалился, но так и не показал скатерть-покрывало, которое я получил. Пришло оно... Откуда? С Дагестана я получил. С жар-птицами. Ну, назовем их так. Зеленый цвет, как я люблю, шелк. По-моему, прекрасно вот смотрится на моей кровати. Днем, когда солнышко все это освещает, это отдельная история. Но и здесь висят часики, которые я вам также толком еще и не показал. Они пришли из Германии. Тут уж на помощь пришла мне Елена из Германии с Юрием. Юрий Дам и Елена. Я вам показывал их канал на YouTube. Вот они мне помогли. Так и не приобрел я пока ключик, чтобы завести их. Открывается окошечко и заводятся часы. Как-то давно-давно я видел подобные на Тишинке, но у меня тогда еще, по-моему, даже канала не было. Или на начальной стадии канала. Но они были очень дорогие, недоступные. Но вот Елена мне помогли. Продали мне их по доступной, по удобной, ловкой, я даже бы сказал, мне цене. И бирюза, опять же, прорисовочка. Шикарные часики. Просто любуюсь постоянно ими. И осталось нам с вами разобрать бижутерию или что-то, украшение в этой сумочке. Я уже ее открыл. Нашел здесь флакончик вот такой интересный. Оказался он для табака. Флакон для табака. Я привык к парфюмным, а здесь он керамический, вот с такой пробочкой. Ну да, вот он мужичок, там что он там, да, покуривает. Или закуривает. С этой надписью. Или трубку держит. Курительную. Достаем с вами мешочек и посмотрим, что же тут такое красивое. Богатство. Угу. Так, жар-птица. Но здесь нет застежки никакой, значит, она просто будет пришиваться у меня на платье на какое-то. Достаточно большая. Ну, горит все прекрасно, да, каменья такие. Так, дальше заколка. Заколочка, это можно деткам. Это что? Это бусы. Это запуталось или это балабошки так висят? Это, наверное, как-то... Ну-ка, сейчас я разберусь. Шейку коротенькие. Под шейку, под самую. Так, еще одна брошь. Я бы назвал ее осенней. Ну, кстати, вот оно где-то считается сломанным, да, вот это изделие. Что-то где-то оно было, не знаю, где-то, может быть, заколка или что это было, или брошь. А мне-то и не нужно это, чтобы она была брошью. Я просто пришил ее на платье и все. И, пожалуйста. Прекрасно. И остались здесь бусики. Бусики и жемчуг. Тоненькие такие. Бусики зелененькие. Прям в цвет этого. Ага, это что такая? Малышка-милашка. Брошка. Помада, я так понимаю. Ну да, помада. И вот эти бусы. Так, а мне... Тоже как они прекрасно здесь смотрятся. А мне осталось показать вам лошадку. Лошадку от супруга Галины.
Здорово. Ну, под впечатлением, конечно же, посылочки. Очень приятно. Столько богатства и роскошества. Сразу. Спасибо. Кстати, вот еще Галина написала, что бусины можно использовать для аппликаций. А в прошлой посылке от Галины я вам не показал вот этого котика магнит. Потому что он уже у меня висел на холодильнике. Ежика, вот этого ежичка. С тросточкой. Поставим его сюда. Тут я уже выстроил, видите, всю посылочку. Вот такой кувшинчик. Бавария. И вот такую шикарную парочку. Двух зайцев, девочка и мальчик. Мальчик в свитерочке с морковками. Там у него пасхальные яйца, по-моему, если не путаю. И вот она, девочка в желтом платье. Ну вот, и сделаю для вас. Поставим их вот сюда. И сделаю общий обзор для вас. Ларисе, конечно же, передам. Коняшка тут стоит. Вот такие богатства были в этой посылке. Конечно же, видно, что человек собирал с любовью, заботой. Напомню, что это уже 5-я посылка. Особый восторг мой вызвала эта статуэтка, конечно же. Есть в ней магия, зольник роскошнейший. Ну что, до новых встреч. До новых встреч, мои дорогие. И не забудьте поставить лайк, и не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили у вас оповещения. Ну, а я пошел делать дела, шить. Люблю, целую, обнимаю всех. Раскинул я скатерть, она обильно вышита. Примерно, наверное, метров 5 она. Очень симпатичная. Хочется, конечно, накрыть стол. Ну, будет праздник какой-нибудь. И накрою стол. Так, и я, по-моему, вот эти статуэтки-то вам как раз-таки и не показал. Нужно тоже обратить на них внимание. Про них Галина написала, что вот они старенькие, но нет, они современные. Но при этом они тоже хорошенькие. Станут в витринке в моей, дополнят всю красоту. Да, забыл порекомендовать вам этот клей. Кстати, вот зольничек стоит. Приклеил я ножку без проблем. Этот клей продается в Леруа прямо на кассе. Очень мощный, моментальный. И удобно, что у него раскручивается и закручивается вот эта вот крышечка. Не нужно ничего снимать, отрывать, потом все это после клея не закрывается. А здесь просто открутил, закрутил. Отлично работает. Космо. Он стоит прямо на кассе. Нигде его искать не нужно. Леруа Мерлен. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. До новых встреч, мои дорогие. Муа. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.